И всем привет, с вами Автомыш, и сегодня у нас будет выпуск «Вопрос-ответ», как я и обещала. Потому что вы задавали мне вопросы в Инстаграме, а сегодня я буду подробненько отвечать здесь, так что не переключайся. Сделаю умный вид, что я как будто здесь все записала. Не, ну я что-то написала, во всяком случае. Так что первый вопрос. Почему мышь? Почему сейчас кому-то... Вы что делаете? Так почему же мышь? Раньше мне всегда говорили то, что я очень сильно похожа на гаечку. Ну вот, на вот эту вот мышь. Не знаю почему, но чаще всего мне говорили, что у меня, типа, уши мышиные и нос мышиный. Поэтому я как бы мышь. Вопрос очень такой ожидаемый, и ответ очень простой. До сих пор ли боишься ездить на мотоцикле? С кем бы смогла поездить? На самом деле, я не прям-таки боюсь мотоциклов. В детстве я всегда хотела ездить на мотоцикле, нежели на машине. Я всегда боялась машин. Но с одного момента, когда я попробовала поездить на мотоцикле и уехала в пруд, я немножко начала их бояться, да. Потому что для меня, например, управлять мотоциклом это очень тяжело. Мотоцикл тяжелый, я нет. Я его не удержу, и если что, я умру прямо под ним. Извиняюсь, дед Максим вырывается наружу. Как съездили Москвой, понравилась ли Москва? Ну, что я могу сказать? Метро – это страшно. Люди в Москве бегут, просто сломя голову, в метро. Это страшно. И все почему-то куда-то торопятся. Вот. То есть вся вот эта суета в городе мне очень, как бы, не по душе. Я бы, наверное, лучше бы уехала в лес жить. В лесу хорошо, людей нету, тихо, спокойно, животушки всякие. Еще из минусов это дорогое передвижение по городу, потому что, как бы, надо сначала сесть на автобус. В некоторых местах нет автобуса, нужно сесть в такси, доехать до метро, на метро до метро, на метро до метро. И вот я не понимаю, как они разбираются в этом метро. И причем некоторые реально не разбираются до сих пор. То есть они живут там и не понимают, куда они едут и зачем. Как познакомились с Машей? С Машей мы познакомились в интернетах, а точнее в ТикТоке. Я увидела, что она на меня подписана. Зашла на ее страничку, узнала ее, но я не знала, что у нее есть ТикТок в принципе. И увидела вот эту вот подпись «Рыжая мышь». Я такая, это судьба. Так еще и Маша. Ну, я подписалась, такая, ничего себе, ты есть в ТикТоке. Она такая, ой, так давно тебя смотрю. И что-то мы с ней заобщались, задружились. Причем, ну, просто реально общались обо всем. Она мне помогала выбирать мою следующую машину. Вопрос там, кстати, этот будет, какая у меня будет следующая машина. Вот. И позвала как раз-таки в Москву. То есть поснимать, потусить, пообщаться, погулять. Вот. Какая Маша в жизни? Ну, такая же. А что, мы не пишем? Нет, пишем. Маша в жизни очень добрый человек. Гостеприимный, как оказалось. Вот, потому что каждый раз, когда я знакомлюсь с кем-то в интернете, мне очень страшно видеться с ними в жизни, потому что обычно это абсолютно разные люди. А тут все иначе. Она была очень доброжелательна как в переписке, так и в жизни. Напоила меня чайком. Мы померзли на улице, поснимали видео. Все было очень романтично. Вот. Так что Машка реально классная девочка. Мне очень понравилось общение с ней, мы до сих пор общаемся. То есть это не одноразовая поездка была, мы еще будем видеться. Так что вот так вот. Идем снимать с подсветкой. Музыку нам включите, покажите нам телефон. Так. Мама. Пригласила в гости. Откуда любовь к старым японцам? Да, кстати, в Москве я ездила в музей японских авто. Меня позвал туда мой подписчик, у которого там стоит Honda. Вот фоточки с Хондой. И это реально был восторг. Это лучшее место, наверное, в Москве, в котором я была. Потому что там столько машин, и столько эмоций, и многие из них в таком идеальнейшем состоянии, но есть и такие, которые прям боевые японцы. Вот.
А любовь, ну не знаю, мне всегда нравилась эстетика японских авто, особенно с слепыми фарами, то есть это прям для меня слабость была. Но со слепыми фарами я себе машину, скорее всего, не возьму, потому что в России как бы, ну, со слепыми фарами не особо ездить. Как вот снег выпадет и все, и заморозит мои фары, и буду я без фар. Вот. А вечно открытыми их держать тоже не вариант. Так что, к сожалению, прям старого-старого японца я себе не возьму. Как дела у Приоры? Ну, что я могу сказать? Зима наступила, реагенты раскидали, она цветет и плачет. Все у нас плохо. Вот. Поскольку Приора подорожала или же подешевела в моем владении. Брала я Приор за 220 тысяч. 120 я еще в нее вложила. И сейчас они на рынке стоят 250-300 тысяч. Ну, то есть, за 300 тысяч я бы ее вполне продала бы. Так-то состояние у нее хорошее. Я не знаю, как это назвать. Подорожала, подешевела. Вроде как бы и вложила много. Но вроде как она раньше дешевле стоила. Просто рынок буквально за 2 года полностью изменился по ценам. И сказать однозначно, подорожала она или подешевела, фиг его знает. Потому что все подорожало и ничего не подешевело. Вот. Почему нет прямых эфиров? Как вам сказать? Когда я веду прямые эфиры, меня хватает буквально на час. И потом у меня заканчиваются темы для разговоров, я начинаю страдать фигней, прям реально фигней, то есть там тусоваться под музыку, еще что-нибудь. И меня это все очень сильно изматывает. Потому что каждый раз заходит новый зритель, он задает один и тот же вопрос, который был задан минуту назад, я на него отвечаю, потом заходит хейтер и начинает меня хейтить, я начинаю плакать. Спасибо. И следующий вопрос. Какая будет у меня следующая машина? Это сложный вопрос, потому что... Ну, спасибо. Спасибо. Вот самый сок. Когда я вот решила поснимать видео, начать сверлить. Эх, три-татушки, три-тата. Я сейчас между двух огней. Это Тибурон и Toyota Celica, которая последняя. Ну, не прям последняя, а 2007 года. С такими... Да твою же мать! Многие говорят то, что Тибурон, он дешевле в обслуживании, у него очень много аналогов, но он гниет. Но вопрос, а что не гниет? Вот. А у Селики их побольше как бы на рынке. Вот. Но, говорят, проблемы с коробками, проблемы с движками. И то, что они немножко дохловатые. И уже такие пошатанные жизнью продаются. Потому что их берут молодые пацаны. Ну, впрочем, как и Тибуроны тоже. Но почему-то Тибуроны более живые. И еще самая главная проблема в поиске этой машины. Что той, что той. Мне нужна механика. Потому что я еще не доросла до автомата. Я хочу подергать палку. Как познакомились с парнем? С парнем мы достаточно очевидно познакомились, мы просто учились вместе, вот. Он увидел меня, сказал, что я какая-то вот, потому что я была очень энергичной, снимала видео на YouTube, вот, не по автотематике, про шарагу, видео на YouTube про шарагу. В этом году в колледже мы должны многое пережить, и мы к этому готовы. На нашем пути встречалось много проблем. Для того, чтобы сдать все зачеты, этому колледжу нужен новый герой. И мы его нашли. Мы искали его во всех странах мира, нашли в самой яркой стране. Вот, и я вечно носилась, что-то докапывалась до всех, до него тоже докопалась. И этим и зацепила. Вот, такая вот я властительница сердец. Вот так вот. Где найти
такую же девушку из автодвижухи. Не можешь найти – воспитай. Просто найди девушку и сам ей обо всем расскажи. Потому что, если тебе это интересно, то, скорее всего, ей это тоже будет интересно, потому что она твоя девушка. И она захочет быть ближе к твоим интересам. И если ты будешь сам ей это рассказывать все, будет достаточно ценно, наверное. Ну или у меня просто политика такая. Вот. Как дела с магазином? Да, здесь я еще не рассказывала, но я открываю магазин автотоваров. И он будет называться White Shop. И я уже сделала гаечку на баннер. Вот, мы будем печатать большой баннер с гаечкой, который был срисован с меня. На самом деле нет, но не важно. Вот. Так что мы остановились пока что на стойках. Вот, потому что мы решили делать не обычные стойки из стекла и пластмассы и железа, а в стиле лофт. То есть дерево, железо, вот это вот все вот красиво, с подсветочкой. И это достаточно емкая работа. На этом мы пока что застопорились. Но, думаю, в конце февраля, в начале марта мы уже откроемся, и все будет хорошо. Хотела ли ты записать свой трек? Вопрос в точку, потому что на следующей неделе, скорее всего, я буду записывать свой трек. Вот. И он выйдет. Многие олды его слышали, потому что я писала эту песню 2 года назад. И такая думаю, выпущу. Однозначно выпущу. И не выпустила. А теперь я все-таки решилась, что надо заняться этим основательно и записать. Но никаких таких прогрессов в музыку я не вижу. Каких прогрессов? Продвижений. Музыкантом я не стану, потому что я не стану музыкантом. Мне кажется, это мне не пойдет, и никуда это не пойдет дальше. Просто тречок для себя, чтобы я сидела в машине, слушала. Скорее всего, я не буду слушать его сама, потому что я ненавижу себя слушать. Но если будет классно, наверное, я себя послушаю разочек. Но сначала надо дождаться, когда у меня вот это вот все пройдет, и я больше не буду Дедом Максимом и нормально смогу спеть. Вот. Кстати, могу вам ставить отрывочек из этой песни. Хочу удивить вниманием, но игноришь все мои старания. Как мне подкатить, не знаю я. Может, кто расскажет, нет, я должен сам нашел тебя и твою страничку в Инстаграме. Отправляю реакцию, получу ответ. Хочешь сторис пепси, тебе летит курьер. За тобой следит так просто. Слышишь куплет, мы знакомы 100 лет. Это такая молодая на этом видео. Сейчас уже старая. Ну, ничего страшного. Так вот, впрочем-то, все вопросы закончились. Спасибо всем за просмотр. Оставайтесь со мной. Я вас всех люблю. С вами была Автомыш. Всем пока. Чтоб гранаты не хрустели и движок массово не жрал. Всем пока.